Приветствую вас, парни! Вы на канале Юра. Сегодня вновь хочу поговорить о ремонтах, поломках, затратах на обслуживание, потому что эта тема наиболее актуальна сейчас. Потому что вот запчасти дорожают, автомобили дорожают, автомобилей все меньше по количеству в продаже, но больше дров среди них, и цены поднялись. И также запчасти, как я вот снимал про ремонт своей машины, заменили ГБЦ. Кому интересно, ссылка в описании, то в целом, так в среднем, в 2-3 раза, да каких в 2, 3-3,5 раза, вот так цены подорожали. Но сейчас так более-менее вроде стабильно. Но запчасти нужно больше ждать под заказ. Если раньше больше было в наличии, то сейчас больше под заказ. Также было видео про капремонт двигателя Мерседеса 3.5 бензиновый V6. Я думаю, поклонникам Мерседеса тоже будет интересно. Ссылка в описании, можете посмотреть. Сейчас время такое, что нужно ездить на том, на чем ездишь, и этим дорожить. И поддерживать в приличном состоянии, чтобы вы не наткнулись на болячки и плохие проблемы. Но суть этого видео в том, что многие вот пишут мне, ребята, которые с дизелем не имели вообще отношений, ездили на бензине, говорят, ну понятно, вот ты рассказывал про ТСы, ну вага много на канале, плейлист я оставлю. Люди пишут вот, ну там про ТСы понятно, к примеру, TFSI, там жоры масла бывают, там, да, плохого топлива, форсунки запакуют, надо промывать форсунки, там были, да, у первых вариаций там проблемы с кольцами, масложоры, там надо кольца подкинуть, вот Шкода Супер вот так сделать, Капитал говорит. Ну а что про дизель скажешь? И все равно, мол, дизель, ну не может быть он полностью надежен, все равно какие-то косяки, проблемы вылезают, все равно что-то может случиться с ним, особенно с дизелем с приличным пробегом, уже где 350 и выше или около 300. И об этом я хочу поговорить. Сразу хочу сказать то, что эта проблема возникла до предыдущего видео, в том плане, что ГБЦ я менял в июле, а эта ситуация у меня произошла в мае. Я тогда отснял и оставил, так сказать, в багаже эти материалы. Думаю, ну, смысла неинтересно выкладывать, зачем? Вот. Потом пришлось менять ГБЦ, но это было в прошлом видео. Плейлист по обслуживанию этой машины будет отдельно. Был обзор по кузову, и так по ходовой, по всему. Уже, по-моему, порядка 7 или 8 видео было. Плейлист я оставлю. Но все равно сейчас многие люди думали свои старые машины продавать, покупать что-то посвежее, сейчас уже передумали, понятное дело, ездят на чем ездят. И некоторые пишут, ну вот такая проблема была, а что-то может быть. Ну вот подписчики, зрители, там на драйве пару человек написал. Проблема произошла в мае, а когда именно она возникла, я не знаю, потому что у меня пробег в основном городской, и не так часто я машину выкручиваю, там в 4 и более тысяч. Здесь произошла такая ситуация, там по дурости решили стартануть со светофора, и я заметил неадекват такой в поведении машины. Я вот на первом, второй нормально, на третьей передаче, когда я начинаю крутить больше 3500 оборотов, машина ехать не хочет. Она не глохнет, но она не дает мне раскрутить машину дальше, ну, обороты поднять, соответственно, и ускориться на этой передаче. И у этой проблемы есть 4 варианта лечения, так скажем, в зависимости от какой вы стадии. Первая стадия – это то, что у меня произошло. Я чуть позже об этом расскажу. Сейчас хочу эту проблему полностью осветить, ради чего это видео, собственно, и снимается. Вторая проблема. И третья, похоже по симптомам. Вы крутите, разумеется, двигатель, вот на третьей передаче уже, когда 3000 оборотов, 3,5, ну вот в этом диапазоне 3-3,5, у вас загорается спираль. Вам также уже ошибки, вам также автомобиль не дает раскрутить машину дальше, то есть программное обеспечение не дает вам машину уничтожить, попросту говоря. И симптомы одинаковые. Вот у меня чуть другой симптом был, здесь два одинаковых. Здесь эти варианты немного отличаются друг от друга. Второй, мой первый, второй, это актуатор турбины. Это уже можно заметить и на более низких оборотах. Машина словно пьяная, она то медленная, то быстро, то нормально разгоняется, то нет. То есть делает то, что ей нравится, вообще непонятно, что она хочет. Это можно обнаружить и на более низких оборотах, неадекват в поведении автомобиля. Ну, это более прогнозируемо. Третий вариант, более интеллектуальный, так скажем.
Он тоже так более на низких оборотах не проявляется, молчит. Вот 3-3,5 тысячи, тоже спираль, начинает мозги парить, это уже топливо. Регулятор топлива, либо датчик давления в топливной рампе. Здесь уже ошибки могут быть в зависимости, что именно происходит. Либо регулятор давления топлива, который стоит на ТНВД. И он стоил вот в июне-июле, вот в этих месяцах, вот в мае, вот я думал, что это он сначала, давай цены мониторить, он стоил 500 с лишним белорусских рублей. Это получается $220, 230 долларов он стоил. Был якобы аналог такой же самый, только дешевле на процентов 30-40, там выходило порядка 150-140 долларов, вот так вот. Либо датчик давления топлива в топливной рампе. Не знаю, как хорошо вам будет видно. Вот регулятор давления топлива. Вот я пальцами в него упираюсь. Вот он. А вот датчик давления топлива в топливной рампе. Вот фишка на него пришла. Вот он установлен. Вот он. Вот видно, он вкручен. Вот он стоит. Но это не суть важно. Программа вам скажет, что у вас. Либо то, либо другое, что вам нужно менять. Четвертый вариант – это наиболее редкий, но в теории возможно все. В теории возможно все, поэтому вариант такой, что у вас смогло запаковать сажей впускной коллектор, дроссельную заслонку, и тупо меньше воздуха поступает в двигатель, и программное обеспечение видит, блок управления, то, что идет меньше поток воздуха, и, соответственно, на такой поток воздуха нужен определенная порция топлива. И раз воздуха больше не поступает, а я напоминаю, с 3000 оборотов заслонки полностью открыты, но некоторые их удаляют, некоторых нет, но все равно с 3000 оборотов уже максимальный поток воздуха идет, заслонки открыты, и программа видит, что, ну, в общем, топливо подгоняется под воздух. Если у вас сажа все запаковано, меньше воздуха к вам поступает, соответственно, меньше льется топливо. А раскрутить вы не можете просто потому, что физически воздуха столько не поступает, сколько должно поступать. Вы скажете, что за бред, как это может быть, блин, сажа, то, что бред несешь, в теории возможно все. И вот вам практический пример. Прошу прощения, немного отвлекаюсь, но для тех, кто не верит, подробно хочу ответить. У меня также был Passat B4, про обслуживание которого я снимал видео, это около 3 лет назад. Тут я там и коробку менял. Я рассказывал в видео про обслуживание, то, что я менял ГБЦ. Я в начале своего автомобильного пути считал, что я все знайка, все умею, все знаю, заливал это сол. ГБЦ треснуло, мне пришлось менять ГБЦ. И это было в декабре 2014 года. 27 декабря 2014 года я забрал машину с ремонта и поехал, ну, скажем так, отмечать Новый год. С пустыми карманами, но на машине и радостное, хорошее настроение. Самое главное настроение. В декабре будет уже 8 лет с момента этого ремонта, то, что произошло. Но это был 2014 год. Машине было 18 лет. Passat B4, двигатель 1.9 TDI, 1Z, 90 лошадиных сил. 18 лет автомобилю, 315 тысяч пробега. 315, ну 317 где-то вот так было. Пробег оригинальный, она пригонялась из-за границы, пробег у нее реальный. На тот момент вот 317 тысяч, 18 лет машине. И я вот специально, ГБЦ та треснута у меня лежит до сих пор. И уже 8 лет пролежала. Я специально не чистил, как знал для этого момента. Вот вы можете посмотреть фото, я ее сфоткал, можете посмотреть, как запаковала там впускной коллектор. То есть в ГБЦ выемки под впускной коллектор, какая там сажа, там уже пропускная способность, ну, процентов 40, ну 50. Не больше, там же значительно запаковало, то есть поток воздуха уже гораздо меньше изначально. Поэтому то же самое может быть и у этого дизеля, у любого дизеля также сажей может запаковать, потому что, ну, это косяк дизельного двигателя, потому что он больше сажей зарастает. Вот, потому что, ну, в силу физических параметров дизельного топлива, ну, засоряется сажей, поэтому дизелю иногда нужно давать продувки. Ну, я регулярно это делаю. Но вот хочу отвлечься еще раз насчет этой машины. Вот когда поменяли мы ГБЦ, разумеется, впускной коллектор был снят, все было разобрано, снято, это были фотки в той серии, то мастер все попромывал, все сделал, все красиво.
Все помыто, все почищено. И уже даже, ну, понятно, что с новой ГБЦ лучше герметичность, все нормально. Машина едет чуть лучше, резче. Но это чувствуется по ощущениям, что она чуть-чуть лучше вроде едет. Но в то же самое время, за счет того, что все очищено от сажи, все остальное, машина и от этого еще едет лучше. Ну и вернемся к первому варианту, который произошел у меня в данном случае. Как вы заметили, когда вот я топил, не загорелось ни одной ошибки, ничего не загорелось, ни спирали, ничего на приборке, вообще тишина, все нормально, тишь да гладь. Машина просто не хочет больше 3,5 разгоняться, потом она сама просто, давишь даже педаль в пол, машине пофигу, она сама скидывает обороты, скидывает скорость. Программное обеспечение все видит и от тебя, идиота, саму себя спасает. Это, конечно, хорошо. И с таким способом такие вот косяки разные вылезают, то что у вас недостаток чего-то. Зашел я сразу в программу. Насчет диагностики, блин. Я специально покупайте себе, ребята, сами диагностические проги. Ну вот с вагом это Вася, самое просто. Потому что в 2019 году еще, когда-то мне что-то выскочило, я подъехал посмотреть, $15 взяли, потому что он зашел, ошибки почитал и стер. Нормальный такой расклад. И это было 3 года назад. Интересно, сколько они сейчас вообще берут. И с того момента думаю, ну его нафиг, я сам свою машину читаю. Но это удобно и это правильно. Нужно всегда свою машину знать. И захожу, читаю ошибки, ошибок нет, все нормально. Думаю, что может быть? Не турбина, потому что все нормально. По топливу были бы ошибки, по надуву, по актуатору турбин тоже были бы ошибки, ошибок нет, а машина не едет. Но я сразу начал грешить на расходомер, потому что в B4 также я менял и расходомер. Все время там машина ехала, ну, обычно, скажем, как надо, дернется, поедет быстрее, дернется, поедет медленнее, то есть такой неадекват. Здесь просто я решил, что он может чуть по-другому умирать, но неважно. Решил я проверить расходомер. Написал в клуб дизельного ВАГа, хороший человек мне сразу отозвался: Дим, привет, если ты меня видишь. Хороший человек, мы с ним так на разные темы пообщались, о том, о сём пошутили, там болтали больше, чем дело делали. Но это ладно, самое главное, дело сделали. Я ему позвонил, говорит, да приезжай, не вопрос, я к нему приезжаем, мы откручиваем расходомер с его машины, ставим на мою, едем, все отлично. Я машину кручу в 4, в 4200, 4300, как угодно, на какой угодно передаче, там на 3, на 4, на 5. Машина едет, все в порядке. Ну, уже понятно, методом практически мы вычислили это. Все, расходомер поставил ему назад, свой, обратно. Захожу на сайт всем известный белорусский, ищу по своему номеру. Самое главное, ребят, номер не прозевайте свой. Вот дизельный, я думаю, вынесу отдельно, чтобы вы могли видеть. Номер вот дизельного расходомера, 2-литрового дизеля. Самое главное, с 1.6, 1.9 не перепутайте, ребят, еще. Вот это самое главное, сравните ВИН-номер. Обязательно. Заказал, приезжает, я отдал 51 рубль, плюс там сколько, рублей 5 за доставку, я не помню, сколько вышла доставка мне. Это в среднем где-то $20. $20 расходомер, вот сейчас заказал, сразу же поехал его менять. Ну что, начинаем дербанить. Все равно, ребят, преимущество ВАГа это в том, что я зашел на сайт и, пожалуйста, объявлений куча. Сколько хочешь, ну, не то, что сколько хочешь уже там, но 20 объявлений по расходомерам мне нужным. Так, по-моему, 154, но я пролистал первых 20. Вот все подходили к моему. Тот же номер. Только единственное, ну, кто-то больше, кто-то меньше просит. Я именно уже смотрел на номер и на цену. Поэтому это все к чему? Независимо от обстоятельств, там прочего, от машины так не зависит, что запчасти на заказ и все остальное редко. Вот Seat, Шкода, Volkswagen, Audi. Пофиг, все подходит. Номер тоже, то есть спокойно пошел, купил. А самое главное, не кусается цена. Вот что самое главное. Особенно когда-то запчасти начали уже дорожать. Курс начал этот играть, и уже многие начали забивать на обслуживание своих машин. Но тут, к
связи с тем, что хватает по количеству, то еще цены не так кусаются, все достаточно приемлемо. Самая главная проблема то, что вот на вагах часто происходит, те ломают многие фишки. Хотя снимается она не так уже и сложно. Легкое движение руки. Вот так все выглядит. Я не знаю, я вот даже не покупал эти промывки. Может, даже его промыть можно будет работать. Но при всем при том, пускай будет еще один. Он стоил 51 рубль, ну плюс 5 рублей за доставку я отдал. Не так много, чтобы уже здесь прям до рубля копаться. И машина не новая, мало ли. Может, и промывки надолго не хватит. Даже не высовывается, он как-то закручивается внутрь. Для начинающих мастеров, как и я, вот ребята даже с фишкой прислали, за что им огромное спасибо. Но номера одинаковые, ничего такого здесь серьезного нету, просто снимаем и закручиваем. Вернее, ставим. Старый снимаем, новый ставим и закручиваем. Что просто до неприличия. То же самое вышло в свое время вот и с расходомером. И здесь берет немного такая ностальгия, то что все, что случалось с B4, то же самое случается и здесь. Тоже расходомер полетел, и здесь полетел именно расходомер. Я уже, честно говоря, готовился к замене регулятора давления топлива. И эти слова оказались пророческими. Это было 20 мая 2022 года. Я забрал расходомер, он мне пришел, я его забрал, распаковал, тут же поехал его менять. И это все я снимал, это все было в режиме онлайн. Это было 20 мая. Пройдет месяц, и 20 июня 2022 года, в 20-х числах июня, я загоню машину, и мы будем менять ГБЦ. Точно так же, как это было с B4. Можно возиться сколько угодно, мучиться. В одну руку плоскогубцы, в другую вот головку на 10 и как-нибудь мудохаться. Есть более действующий способ. Волшебный ключик. Вот с помощью его там за считанные десятки секунд все сделал. Все отлично, классно ключ. Можно так мудохаться. Ничего не получится, зато поработаете его. И сжимать. И вот так все это делать. Вот. Ну что ж. На все про все минут 15 с перекуром и звонком другу от скуки поговорить. Все. Ну, сейчас посмотрим, как он себя поведет-то. Для тех, кто не верит и сейчас будет кричать, что 2-3 дня проедешь, неделю проедешь максимум, и снова останешься на круги своя, и этот сломается. Хочу сказать то, что, напомнить, вернее, то, что это было все в мае. Сейчас 27 августа 2022 года. Уже прошло 3 месяца. Вот позавчера я выехал, специально проехал на машине, можете посмотреть. Третья передача.
А насчет цен, цены постоянно меняются. Ну, и тогда были расходомеры по 70-80 рублей, 100 рублей. Поэтому тут уже в зависимости от цен, ну, я думаю, все цены я вставлю. То есть все вот, ну, несколько ссылок о продаже расходомера, вот регуляторы давления. Кстати, регулятор давления, как я сказал, там 500 с лишним рублей, там 220, 230, 240 долларов так стоили. Расходомеры стоили где-то 150-160 долларов. Вот новые расходомеры на машину. Вот такие вот цены, затраты, поломки. Конечно, ремонт это всегда дорого, даже если рубль лишний вынимаете, который никогда не лишний, это всегда дорого, если принципиально смотреть на этот вопрос. И нужно подходить очень ответственно к этому моменту, потому что ошибки, как обычно, все стирают. Когда к вам вот пригнали машину, поставили вот на парковке, на, мол, смотри. Да, много чего вы сможете увидеть, но именно такие вот косяки, ошибки такие вы увидите только на ходу. И, внимание, ребята, на первой, второй передаче, если даже будете отсечку крутить, скорее всего, они не вылезут. Это уже нужно на третьей, четвертой передаче, это уже свыше 100 км в час. Вот тогда эти ошибки вылезали, потому что покупали люди вот тоже автомобили, и у них вот такие вопросы случались с актуатором турбины, с вот регулятором давления топлива именно уже на приличной скорости. По городу некоторые даже не замечали такого, потому что у меня один знакомый есть, он говорит, ездил по городу, все в порядке, выехал там раз в полгода на трассу, решил долбануть, после 130 сразу спираль загорелась, вот такая вот ошибка, говорит, а так по сути я про нее не знал. Если вы, я это к чему, если вы ездите в спокойном режиме по городу, 60 км в час, 60-40, там где, говорит, у нас есть и 80, то такие косяки вы можете и не заметить даже. Я не сразу этот косяк обнаружил, потому что так часто не крутил. Но поэтому периодически, почему я говорю в видео, что нужно давать машине продувку. Но я не буду сворачивать на второй круг. Вот такие вот цены, вот такие вот проблемы. Я надеюсь, кому-то из вас это поможет и вам было интересно. Смотрите предыдущие наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в ТикТок, Телегу. Там дружеский чат, мы общаемся на разные темы. Надеюсь, вам понравится. Счастливо!